Господа, добро пожаловать на заключительную серию про валящий ЗИЛ-130. Но что-то заканчивается, а что-то только начинается. И совсем недавно на моем канале вышла первая серия с покупкой вот этого автомобиля Ravon R2. И скоро из этого, казалось бы, невзрачного, обычного маленького автомобильчика мы сделаем настоящую городскую пушку и практически икону стиля. Более того, в отличие от остальных моих проектов, эта машина сразу идет на розыгрыш вам. Уже сейчас вы можете принять участие в конкурсе. И совсем скоро на моем основном канале выйдет вторая серия про то, где эта машина уже не будет стоковой. Более того, тюнинг будет осмысленный и такой, за который у вас не отберут эту машину сотрудники ДПС. Так что проходите по ссылочкам в описании здесь внизу и посмотрите все о том, как эта машина покупалась, о ее технических характеристиках и самое главное, узнайте подробности акции, как принять в ней участие и как реально стать обладателем этой тачки. Все ссылки вот там, внизу. А сейчас погнали смотреть, как ЗИЛ надирает задницу немецким тачкам. Господа, очень часто, когда мы начинаем наши проекты, трудно сразу донести суть того, что мы хотим показать, потому что зритель, глядя на то, что он перед собой видит, не может представить, как это возможно. Как старая машина может стать лучше новой. Как машина, которая никогда понятия не имела, что такое скорость, динамика, рулежка, будет наказывать со светофоров практически все, что видит. Именно так почти 2 года назад мы начинали проект ЗИЛ. Мы очень долго к этому шли. Из первой серии пытались починить ручку водительской двери, у нас не получалось. У нас не получалось это 1,5 года. В этой серии мы постараемся это сделать. Добро пожаловать на заключительный этап ЗИЛ-130. Понимаете, для меня ЗИЛ — это как символ ушедшей эпохи. Я все о нем слышал, я все о нем знаю, я в крови ношу в себе ДНК того, насколько он крутой, но это рассказы. Все мы прекрасно понимаем, что происходит с рассказами, когда они выплескиваются в современную реальную жизнь. Что будет, если поставить рассказ, прошлое, с настоящим? Как правило, что-то из рассказа оказывается или приукрашенным, или на тот момент соответствовавшим действительности, а сегодня уже нет. Так вот, наша задача, создавая ЗИЛ-130, была такова, чтобы это была машина из прошлого, которая выскочила из ваших воспоминаний, которая едет так же, как на обложке того журнала, как на карточках с батей, который пришел, опять же, со столовой или там поесть домой в обеденный перерыв. Это много у кого было, я прекрасно знаю. Я помню эти машины с мелочи. Вот такие вот. Вот я такой, а ЗИЛы вот такие ездят. И как они ездили, это было круто, их все хвалили. Это отличная машина с кучей недостатков, которые на тот момент не были таковыми. Сегодня они все появились. Они, понимаете, эта машина стала из прошлого. Это стало печально. Сегодня 130-й ЗИЛ, едущий, это хлам. Это то, что нужно обогнать, потому что сейчас он будет тебе мешать. И вот технически мы добились того, что эта машина уже никому не мешает, ей мешают остальные. Какая-то пыль на солярисах и чем-то прочем вот это вот в кредит набрала и не дает мне на ЗИЛе проехать. Потому что я по возможностям, вероятнее всего даже безопасности, системам стабилизации, мультимедиа превосхожу все машины там до 1 300 000 точно, сидя в этой машине. Оставалось последнее. Оставалось сделать так, чтобы при взгляде на эту машину создавалось впечатление, что она ухожена, что ей хорошо, что старичок стар только по паспорту. Но и внутри, и самое главное, снаружи, ему, 18, если переводить на человека. Погнали делать внешку. Пам!
И теперь у нас есть пластиковая морда. К чему это ведет? К тому, что машина стала спереди легче. То, что да, она стала даже вся легче, это мало интересующий фактор, потому что, в принципе, это, всегда хорошо, но это понятно. А вот то, что она стала спереди легче, это особенно приятно, потому что у нас наконец-то расслабило передние пружины. Даже видно, что от арки колесо стало выше подниматься, потому что ему стало легче, а пневма же только сзади, поэтому спереди были пружинки. Соответственно, у нас улучшилось ощущение на руле, потому что морда стала легче заныривать в поворот. У нас разгрузились передние тормоза и, естественно, улучшилось время разгона. В общем, облегчение передней части автомобиля в нашем случае было жизненно необходимо, и мы его добились. Да, это не дешево, то есть пластмассовая морда стоила примерно под 200 тысяч рублей, но, слушайте, другого варианта не было. Где вы еще найдете кастомную переднюю морду от Зила? Тем более, что у нас еще и бампер теперь пластиковый. А бампер, вам напомню, вместо 50 штатных килограмм теперь весит 5-7. То есть это только с бампера. Еще сколько с мордой снялось. Ну и прежде всего это топовая внешка. То есть у нас получился аккуратный, четенький, как новенький прямо с музея дико валящий Зил. То есть прямо интересно. Что ж, господа, наш ЗИЛ, который стоит как игрушечный, который может, едет, рулится и выглядит на сегодняшний день так, что даже люди, которые его не знают, в возрасте проходят, начинают его фотографировать, потому что в таком сохране, в принципе, 130-й, ездящий по дорогам, найти практически невозможно. Они не дожили. А так, чтобы он ездил и вот так прямо ездил, чтобы как никто не ездил, это же просто феерия. Нам удалось создать, наверное, впервые вообще в моей долбанной жизни, да, впервые удалось создать то, чего нет в мире даже близко аналогов, в России тем более. Чтобы это было настолько, как из музея выехавшая тачка, которая при этом музейной не является. Ведь знаете, в чем проблема любого экспоната? Он практически никогда не ездит. За всю свою жизнь он проезжает там один раз на парад, два на парад, потом его долго чинят, восстанавливают. Это все, как правило, очень такая сложная история, и она очень статичная. Эта машина капец какая динамичная. Ни о какой статике здесь и говорить не приходится. И она та самая. Она и из прошлого, и из будущего одновременно. Это замес, который здесь встретился, живет в наших головах и вызывает разрыв мозга абсолютно. И это удалось воплотить с какой-никакой моей дурацкой идеей. Конечно, я был, безусловно, не один, и одного у меня никогда бы ничего этого не получилось. Мы должны сказать огромное спасибо всем тем, кто нам в этом помогал. Первично это, кстати, Тинькофф банк. Вот кто бы что ни говорил, а не было у меня тогда денег. И тогда я спросил, говорю, ребята, дайте мне первичные 3 миллиона, нам нужно купить X5M, нам нужно купить ЗИЛ, нам нужно сразу заслать денег ребятам, которые будут все это разбирать. Это вот на старте требовалась реально трешка. И ее сразу же нам отдали вот под несуществующий какой-то проект. То есть на удачу, что это зайдет. Ни одной серии еще не было выпущено. Представляете? И это пошло. И у нас были эти деньги, мы смогли сразу строиться, и, в общем, там куча логистики срослась. Во-вторых, люди нашлись, которые готовы были все это осуществить. Потому что, когда я впервые пришел к Сереге в Варштайнер, он сказал, ну, надо, короче, думать, там сразу начались какие-то чертежи, то есть... Приходит чувак, говорит, давайте вот мы, короче, сейчас кувырнем X5, и потом от него все потроха, значит, ставим ЗИЛ 130. Что? Как это подойдет? Какая рама? Причем есть условие, что рама должна быть родная, кабина родная, пропорции все родные, ширина, то есть вся полностью база должна быть ГОСТовская. Это должен быть ЗИЛ 130. Мы не можем строить просто корчелугу из того, что у нас есть, и на выходе это будет какая-то машина. У нас были все чертежи, все параметры, эти бесконечные бумажки, салфетки, компьютерные программы, на которых все это считалось, все это усиление рамы. Серега там жил в обнимку с этой машиной. Серега горел ей
практически до последнего дня. Потому что Серега тоже иногда устает, надо понять. В общем, все с Серегой было нормально, и Серега действительно этот проект закончил. И как идейный вдохновитель, и куча людей, как все это крутилось. Стеклопластик Раф нам помогал, делал эту морду. Колеса мы обтачивали, ездили в сервис. Кастомные заказные литые диски. На моменте создания каждой детали этой машины, к кому бы я ни обращался для ее создания, все говорили: короче, надо делать. То есть люди понимали, что будет сложно, что такого не было, такого больше не будет никогда и незачем. Но это интересно, и это нужно делать. Вот основной девиз всего этого проекта, который нам сопутствовал все время. Поэтому, во-первых, низкий поклон и благодарность всем, кто в этом участвовал. Безусловно. Это титанический труд. И я не знаю, когда-нибудь еще будет ли такой же. И все, кто это делал, говорили, что я не знаю, буду ли я когда-либо делать это еще раз, потому что это все очень здорово, замечательно. Но это действительно было очень тяжело. Но все мы знаем, что видео без гонки — это не видео. Зачем строился ЗИЛ? Затем, чтобы наказывать и уничтожать. И именно для этого мы сегодня оказались здесь, на автодроме. То, что у нас это получится, совершенно не факт, потому что у нас сегодня реально лютые соперники. Это Porsche Cayman и BMW M2. Да, мы всегда прекрасно понимаем, что все зависит от погодных условий, и ящер хитер. Естественно, это раннее утро, где-то плюс 7 градусов. Вы прекрасно видите, что подо мной лужа, а это не от страха, это плакали небеса. Соответственно, используя сегодня все эти факторы, мы подобрали и самый простенький Cayman, нужно сказать, но все равно он едет 5,6, но это задний привод, и M2, который опять же на заднем приводе с очень странно настроенным лончем, как вы видели из моего видео. В общем, сегодня мы бросаем вызов этой прекрасной немецкой овощебазе. И да, в итоге ЗИЛ сегодня дико доминирует, потому что это ЗИЛ, это 700 лошадей, которые рвут нахрен просто в клочья все эти пуколки, там 300-200, что-то, не слышал, ничего не знаю. Сегодня были те самые условия, которые встречаются каждый день в вашей жизни. Здесь не всегда идеальный асфальт, здесь нет клея, здесь нету у меня сейчас хорошая свежая резина, здесь нет у меня подыгран. Это реальная жизнь, это реальный светофор, в котором ты можешь в любой момент быть не готовым к тому, что тебе бросят вызов, и тем более тебе бросит вызов ЗИЛ. Здесь насрать, что у тебя там что-то там лонч включается, не включается, что машина делает. Это реальная дичь. Этот ЗИЛ в городе удивляет абсолютно всех. Справедливости ради, нужно сказать,
что сегодняшние наши оппоненты все, безусловно, достойные. Тот же самый Кайман 100 едет 5,6, ему просто было не зацепиться, так бы он тоже бы, наверное, уехал. Но это и есть реальная жизнь. Мы не показываем вам подобранную погоду, чтобы однажды сегодня Венера вошла в третий дом, и тогда будут эти паспортные значения. Нет. Это опять же реальная жизнь, в которой ЗИЛ-130 реально показывает на то, что в любых условиях все, что вам нужно знать, это то, что газ справа. Он вывозит всегда стабильно, как вся отечественная техника. Пусть и в ней сидит другое сердце, пусть и в ней немножечко другая философия, но это все тот же стиль. Неважно, что происходит, жми, уничтожай и доминируй. Все, и даже это объедет. Ну просто сейчас уже пора домой нам. Вот. Именно так мы и победили, да. Ну и, собственно, наша команда в скромном составе, которая постоянно с первой серии читала комментарии, что ничего не получится, дизлайки, массовая отписка, постанова, переворот икса, разоблачение. Все 2 года мы знали, что это должно сработать. Хотя это срабатывало сразу, но мы все понимали. Плюс мы все-таки взрослые люди, мы понимаем, что это дети. Сегодня они истерят, хлопают двери и уходят, а через неделю придут: пап, ну вот мы все. Добро пожаловать, господа. Кто бы вы ни были и что бы вы ни писали однажды про нас, мы понимаем, что мы делаем иногда не совсем логичные вещи, которые непонятно зачем. Но ведь если X5 переворачивается, значит это кому-то надо. Это было сказано даже в серии про X5. Это отправная точка всего этого проекта, с которой было понятно, что пути назад нет, что это огромные вложения и неясно, поедет ли это. Отвалятся ли колеса, потому что в каждой серии, под каждыми комментариями нам говорили, что это невозможно, что это не будет жить, что эти полуоси лопнут, что эти редуктора срежут, что эти ступицы также, шпильки, все поотлюбливается, что на таком вылете такая резина никогда в жизни. Это все невозможно. То, что вы видите, не существует. Проснитесь. И поскольку вы теперь с нами, очнувшиеся после этого потрясающего сна, после этой фантазии, спасибо вам всем, в том числе, что вы смотрели, что вы поддерживали, что это топовый для нас проект с феноменальным количеством просмотров, который заходит вне зависимости от того, в какое время его запостите, наверное, даже на каком канале. ЗИЛ — это всегда знак того, что сейчас будет дичь. Это всегда знак того, что зрителю интересно. И мы старались все эти серии и стараемся по сей день сделать это так, чтобы было интересно. Последняя серия должна была снята быть так, как будто она первая, как будто все еще впереди. Но, к сожалению, ЗИЛ должен уходить, потому что логически он сделан, он быстрый, красивый и он ЗИЛ. Делать его дальше, корячить в него салон от BMW и прочее, я считаю, это не совсем логично и мне лично не совсем интересно. Тем более, что у меня сейчас очень скоро, буквально уже там в течение месяца, начинается новый ультраэпический проект, который по бюджетам может перекрыть это. Он, по сути, уже идет, только вы еще не очень знаете, что же это за проект. Это Bentley. И что с ней будет, это отдельная фишка, и до сих пор никто не догадывается о конечном результате. Мы надеемся, что так было с ЗИЛом сначала, и так сейчас с Bentley сначала, и мы надеемся, что все-таки вот эта искра чуйки, что же делать такого, чтобы было охрененно, во мне еще жива. Надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Спасибо вам всем огромное, что смотрели этот весь проект. Огромной вам всем удачи. До встречи в следующем проекте. И пока. И в заключение очень интересная новость для всех, кто хочет добиться в жизни большего. Это конкурс, который называется «Лидеры России». «Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров, которое определяет будущее в России. При этом участие в самом конкурсе бесплатное. Вы можете выиграть образовательный грант в размере 1 миллиона рублей, получить известного наставника, лидера бизнеса или госуправления, познакомиться с самыми успешными управленцами со
всей России, пройти комплексную оценку своих лидерских компетенций и стать участником программы развития кадрово-управленческого резерва. И самое главное, что до конца регистрации осталось совсем немного времени, уже 24 октября наступит последний день для подачи заявок. Так что проходите по ссылочкам в описании, узнавайте полные условия участия в конкурсе и списки призов и становитесь лидерами.